Игорь Старыгин был женат 4 раза и 4 раза развелся к тому моменту, когда познакомился с Екатериной Табашниковой. Последняя любовь появилась в жизни артиста в 2000 году. Она пришла к нему в гости по работе. Фоторедактор Катя собирала материал, снимки Старыгина для публикации, и поразилась, насколько бедно и одиноко живет легенда советского кино. Об этом вдова артиста рассказала в эфире программы телеканала «Россия-1». Привет, Андрей. Выпуск был посвящен женам секс-символов киноэкрана. Когда мы познакомились, он был секс-символом на пенсии. Он очень плохо выглядел, у него был атеросклероз, он не мог ходить. Перенес 5 операций, ему чистили сосуды. Я стала приходить к нему, варить обеды на неделю, ухаживать. Потом он 3 раза сказал: «Ну что, мы в ЗАГС-то пойдем?» «Ну, мы и пошли», — рассказала Екатерина Табашникова. Вдова Старыгина признается, что между ними не было любви с первого взгляда. Настоящее, глубокое чувство появилось уже после того, как Игорь Владимирович и Екатерина стали жить вместе. Свадьба состоялась в 2006 году в Москве. Через 3 года Старыгина не стало, ему было всего 63 года. Табашникова сильно переживала уход мужа, и до сих говорит о нем со слезами на глазах. Не знаю, насколько я смогла подарить ему счастье, но я позволила ему прожить оставшиеся 9 лет достойно. Он работал, стал хорошо выглядеть. А когда его похоронили, у меня было такое ощущение, что вот звезда прилетела в ладошки, а теперь и улетела обратно, минус, говорит Табашникова. Актер очень ценил супругу, которая заботилась о нем до последних его дней. Сама же Екатерина признается, что невероятно гордилась мужем. Жить со звездой экрана не всегда было просто, но сейчас женщина вспоминает о том времени со светлой грустью. Напомним, что Игорь Старыгин родился и вырос в Москве, учился в ГИТИСе, снялся в 40 картинах. Одна из первых его работ в кино, роль Кости Батищева в культовом «Доживем до понедельника», открыла молодому Игорю двери в большое кино. Далее последовали работы в «Адъютант его превосходительства», «Красное и черное» и «Д'Артаньян и 3 мушкетера», сделавших Старыгина абсолютной звездой.